Пока я снимал проект «Как спасти мир», мне кажется, я увидел самые дикие места России. Я проплыл сотни километров по тундре, а потом оказался на научной станции на Курильских островах в окружении тысяч морских котиков, и кажется, меня уже ничем не удивить. Но в этот раз мы попадем в еще более дикое место. Оно так плохо исследовано, что мы больше знаем о космосе и о других планетах. Мы отправляемся снимать под водой. И там живут самые невероятные создания на нашей планете. Животные, которых вы сейчас видите на экране, больше похожи на космических пришельцев, чем на кого-то из нашего мира. О них и будет наша история. И чтобы их снять, мы отправимся в путешествие на крайний север. Там сядем на лодку и доплывем до закрытой научной биостанции. Там мы встретим человека, ради которого и проделали весь этот путь. Этот человек – Саша Семенов, морской биолог и известный на весь мир подводный оператор. Я много лет мечтал с ним познакомиться, потому что однажды увидел его нереальные снимки подводного мира и животных, которые там обитают, о которых я никогда не слышал. Это были морские ангелы, сидячие медузы люцернарии, нересы и сотня других. Но, что еще важнее, оказалось, что от этих незаметных животных зависит наша жизнь. И если исчезнут они, то, возможно, исчезнут и люди. Я начну эту историю с нашей утренней рутины. Мы сидим в надувной лодке посреди Белого моря. Саша погружается под воду. Ему нужно снять несколько подводных кадров животных для его проекта «Акватилис». Нам очень повезло, потому что он разрешил использовать их в нашем фильме, и благодаря ему мы можем увидеть, что же происходит под водой Белого моря. Я узнал о Саше задолго до того, как оказался на Крайнем Севере, снимая этот фильм. 10 лет назад я увидел его фотографии медуз в одном очень неожиданном месте. В 2013 году я покупал свой первый MacBook. Apple тогда выпустила новый Retina дисплей, и на анонсе была Сашина фотография медузы Цианы. И это было только начало его карьеры. Через несколько лет он получил грант National Geographic, а в этом году его съемки попали в самую крутую передачу о животных в мире – BBC «Планета Земля». Но самое классное – это то, что он снимает подводный мир не для славы, а чтобы вдохновить людей вокруг и показать им волшебный мир, о котором они даже не подозревали. Потому что они будут тоже знать, что вот есть вот такие области, и что можно становиться и учеными, можно в океан лезть не только за тем, чтобы посмотреть на рыбок, а еще, оказывается, изучать огромные взаимосвязи, потому что все связано, потому что там климат, пищевые цепи, фотосинтез, приливы такие, приливы сякие, кислород. Все это завязано в гигантскую систему. И вот когда человек начинает понимать, что ага, вот у меня там точка А связалась с точкой Б, и это потому, что у нас есть океан. И он такой, и вот он с этим А и Б уже понимает, что дальше там вообще, может быть, весь алфавит есть. Вот, и что все это друг с другом как-то связывается, и он пойдет эти связи для себя искать. Если он не заинтересован в этом, ему нравится торговать криптовалютой, например, только, и ничего больше не делать, хрен бы с ним, значит, до этого не долетело. А до кого долетело, тот может в одиночку стать каким-нибудь новым там природным мессией и поменять мир целиком, потому что вот там какой-нибудь парнишка, который вдохновится лекцией и пойдет что-то изучать, может перевернуть потом вообще все.
Вот эта хреновина, это немертина, которая живет под подошвой только у этой актинии. Она имеет такой же цвет, и вот здесь сразу два червяка торчат. Это на самом деле так прикольно, это просто офигительно. Вон она. Вот, и если их немножечко сейчас увеличить. Вот, тут она прям, блин, офигенно. Короче, вот. Вот один червяк заползает внутрь сейчас, это на самом деле не червяки, это отдельная группа животных. А вот второй. Их надо на макро еще снять. Их прям видно, они выползают, я не знаю, зачем пожрать или подышать. Вот. Очень круто. Наконец-то я это снял. У меня есть одна фотка, и теперь есть еще видео. Саша родился в семье биологов. Все детство он провел в море в экспедициях, там он влюбился в работу с животными, и к моменту, когда я с ним познакомился, он уже путешествовал по миру, руководил водолазной базой и был известным рассказчиком о животных подводного мира. У меня была работа, я пошел на кафедру заниматься поведением осьминогов. Мне сказали, что только ни в коем случае не говори о том, что ты хочешь заниматься осьминогами, это слишком романтично, там надо быть приземленным. Вот у нас на кафедре есть люди, которые занимаются червяками, есть люди, которые занимаются ракообразными, есть люди, которые занимаются паразитами, поэтому выбирай что-то из этих трех тем. Я такой, да нет, я же хочу заниматься осьминогами. Вот, и пришел, сказал, что, ребята, я хочу заниматься осьминогами. Преподаватели такие все, блин, вот. И где ты собираешься ими заниматься в Москве? Я такой, не знаю, найду кого-нибудь. Вот. И реально нашел. То есть я немножечко подсуетился, узнал, кто чем занимается, где найти специалистов по головоногим. И выяснилось, что у нас как раз в этом году к нам на кафедру приходит читать какой-то факультатив дяденька, который является крутейшим спецом по кальмарам. Он пришел, я пришел на лекцию, сел на первый ряд, заснул. Вот. Когда проснулся, лекция закончилась. Здравствуйте, а возьмите меня, пожалуйста, к себе студентом. Я очень хочу заниматься кальмарами, сказал я. Он сказал, я студентов не беру. Вот. Я говорю, пожалуйста, 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 очень хочу. Прям кальмары вообще, головоногие обожаю, так люблю их. Давайте. Вот. И он сказал, что ладно, я подумаю, я приду сюда еще раз там через 2 недели. Вот. Подходи, что-нибудь придумаем. И, в общем, он меня в итоге взял, я был первым студентом у него вообще, я очень старался, он меня устроил во ВНИРО, Институт рыбного хозяйства и океанографии. Мы съездили по обмену в Америку на Кренбери-Лейк, посмотрели на американскую биостанцию. У меня, когда я начал делать дипломную работу, я ездил во Владивосток и выходил в море на кальмароловном судне, на светящемся в ночи, ты 3 часа идешь, выходишь из Владивостока, идешь куда-то 3 часа, встаешь, зажигаются лампы, ты стоишь посреди моря черного, у тебя лампы на корабле освещают до неба все, под тобой несколько метров, туда сплываются всякие ночные звери на этот свет, и ты вот вылавливаешь кальмаров. Просто какая-то фантастика невероятная. Я сейчас вспоминаю, у меня аж там, о, боже, как это было круто. Все это время я буду жить на Беломорской биостанции МГУ. Сюда приезжают ученые-биологи со всего мира и занимаются исследованием морских млекопитающих, растений, микроорганизмов, моллюсков, их генома, в общем, всего живого, что можно найти в Белом море. Это довольно уникальное место, потому что в России, да и в мире не так уж много работающих биостанций, где ученые все еще могут в любое время года собраться и без каких-либо денежных препятствий начать работать над своим проектом. Пока я готовил фильм, я листал видеоархивы и обнаружил, что у этого места довольно особенная история. Биостанцию открыли в 1938 году, незадолго до войны. И из-за войны она быстро пришла в запустение, пока в 1951 году на нее не приехал писать дипломную работу Николай Перцев. Он серьезно болел туберкулезом и, по всей видимости, решил, что гораздо лучше ему остаться жить на природе. Он начал приводить биостанцию в порядок, остался и посвятил ей всю свою жизнь. Беломорская биостанция МГУ, это была, вот как бывает авторский фильм, авторская песня, это была авторская вещь, это была целиком печать Перца, он на всем там.
И вот они видели, что может вообще достичь один человек, как он может реализоваться. В общем, в довольно ужасных условиях. Не только севера, но и ужасных условиях, в которых была биология в то время. Вот это же, вы представляете себе, после 48 года, не надо это было. деканом был презент, то есть вообще уголовник. Вы представьте себе, что такое был биофак после 48 года. Вот мы поступили учиться в 48 году. Мы в июне кончили школу, мальчики вот такие, в лыжных костюмчиках. Мы сдали документы, получили бумажечку, что нас приняли на биофак. После этого в августе идет сессия в АСХНИЛ. Уничтожают все руководство биофака, ведущих профессоров, кто-то с собой покончил, кого-то выгнали, и сажают уголовников. И остается младший персонал, который, в общем, берет на себя всю тяжесть, потому что в результате время показало, что биологов готовили хорошо. Но кто? Вот люди такие, как Перцев, в общем. Какие-то старушки, которые вели семинары, младшие научные сотрудники и, главным образом, на биостанциях. У меня есть теория, что для счастья человеку нужно сделать 3 вещи. Жить на природе, иметь высшую цель и постоянно находиться рядом с близкими людьми. Чтобы как-то проиллюстрировать свою теорию, я проживу на биостанции 2 недели и буду выходить с Сашей в море, снимать и искать животных. И я постараюсь вам показать, насколько кайфово быть ученым и жить на природе вместе с такими же увлеченными людьми, как и ты. Это Майя, Сашина жена и коллега по работе. Они замечательная счастливая пара, они работают вместе над единым проектом и круглый год живут в маленьком домике на полярном круге. Но вообще она не ожидала, что здесь окажется. Так, Саша, начинайте. Как вы познакомились? Ты включил камеру? Да, на этот раз я включил камеру. Мы познакомились на биофаке, когда Майя приехала слушать мою лекцию про кругосветную экспедицию и покупать меня в проект, который они хотели сделать вместе с рекламной компанией, в которой она работала. Но получилось наоборот. В проект, в рекламную компанию я не попал, а Майю забрал оттуда через некоторое время. Вот. Она, правда, сама решила оттуда немножечко уволиться в итоге и поехала в Таиланд. Ну, я в Таиланд, кстати, уехала на 2 месяца сначала. Я не думала оттуда увольняться. Мне просто нужен был брейк, потому что я несколько лет не брала отпуск. Обычно в Таиланд, если есть билеты, то даже если они туда-обратно на 2 месяца, то ты через 2 месяца все равно не возвращаешься. И было, с одной стороны, очень грустно. Наверное, мы приехали в Тай с подругой и что-то сразу же помчались на север. Вот, первые наши дни нашего путешествия и на севере Саша, я разговаривала с Сашей по телефону, он, ну или там по IP-телефонии какой-то. И он мне такой, да, говорит, уволилась. Понятно, остаешься. Угу. Ясно. А я такая, блин, думаю, ну все, кабзда. Вот он такой, ага, я думаю, что-то тормозит очень жутко по телефону. Он такой, ну ок, я взял билеты. Прямо во время разговора, когда узнал, что я типа остаюсь, купил билеты в Тай. Почему ты решил купить билеты в Тай? Я люблю эту женщину. Ну, не знаю, прикольно, потому что классно. Ты такой влюбленный, вот, и можешь делать все, что хочешь. Вот, это очень здорово. Хочешь в Тай поехать, тусить с прекрасной своей любимой девушкой, значит, надо ехать в Тай и тусить. Саша очень послушный мальчик и послушался родителей. Майя, когда приехала на факультет, ее заметил папа, вот, а она в таких штанишках была с такой
красивой штучкой сзади. И папа такой, там такая девушка такая бегает, какая вообще симпатичная. Вот пришлось... Я немножко вот отличалась от вот этого тогда. Да, это не важно. Если бы ты так пришла, я бы, наверное, сразу... Что сразу понятно, да, что окей, все классно. That's good. Так. Покача. Крупная соль. Слушай, а у тебя были какие-то ожидания, что ты действительно станешь частью Акватилиса и вообще твоя жизнь изменится? Так как морское дело вообще мне не близко, я думала, что я буду ездить по разным портам, где они будут причаливать, садиться в какой-нибудь бар и играть шлюху. И он будет заходить с корабля в бар. Я такой, я буду его снимать. Нет, я буду тебя Ты снимать. будешь меня снимать? Конечно. Ну, Ты же шлюха, а не я. такие у меня были планы. Но вместо того, чтобы играть шлюху, Майя присоединилась к команде. Ее жизнь резко поменялась, она впервые начала нырять, собирать симпатичных подводных животных и постоянно тусить с учеными. Она решила помочь Саше осуществить его мечту – отправиться в кругосветную экспедицию. Саша придумал проект «Акватилис». Он мечтает повторить образ жизни Жака Кусто, взять яхту, оборудовать ее и пройти вокруг света, снимая подводный мир во всей его красе, как он умеет. И как и Кусто, он хочет показать нам, почему нам стоит задуматься о сохранении океана. Hi, my name is Alex. I'm the head of the scientific diverse team at the White Sea Biological Station. I'm also a photographer and an adventurer. And I have this dream. 71% of the Earth is water. The world ocean is vast and wonderful. It sustains life as we know it. Our well-being depends on its health. Акватилис Expedition. 3 полосочки символизируют 3 года, которые должна была длиться экспедиция. Но она не случилась. Но еще может быть случится. Хрен знает, посмотрим. В обществе 21 века куда-то делись безумные искатели приключений с большими амбициями. Все стало проще и безопаснее, у тебя всегда под рукой окно в мир, и кажется, уже можно никуда не ходить. Жизнь стала предсказуемее, и даже опасные приключения теперь продаются по туристической программе. И может я уже дед внутри, но все стало какое-то ненастоящее, и мне не хватает таких романтичных проектов, да еще и с хорошим чувством юмора. Ты бы хотел когда-нибудь, чтобы эта нашивка сработала, и вы стали настоящим Акватилис? Слушай, она работает. Она работает более чем хорошо, потому что сейчас, спустя 7 лет уже после того, как я этот проект придумал и в каком-то виде запустил, когда мы громко всем объявили, что ребята, Акватилис теперь все, новая экспедиция команды Кусто, сейчас мы сделаем все круто. Вот с тех пор мы начали шевелиться, как только мы поняли, что у нас не получается задуманное, мы стали делать чуть меньшем масштабе, но зато маленькими понятными шагами. И вот только сейчас, спустя 6 лет, 7 лет, у нас потихонечку выстреливают все те вещи, над которыми мы работали. То есть мы снимаем для очень крутых ребят, мы снимаем собственные фильмы, мы выпускаем книги. То, к чему ты хочешь прийти и то, что ты хочешь сделать, то тебе становится понятно, как туда добраться все-таки. Вот, и ты начинаешь маленькими шажочками туда идти. И вот уже дошли. То есть вполне все круто. Так что нашивка работает. Я ее, если бы она не работала, я бы ее снял. А так, хорошая. Все круто. Акватилис живет и процветает.
Вот. Камушек. Вот такие мне нужны. Давай, маску. Че, взъерошки-то? Ну, такое. Тепло месяц. 6 месяцев уже не тепло. Держи. Полощи. Давайте еще почесать. А? Еще рано тебе почесать. Не, все, я справляюсь совсем. Кроме полоскания маски. Точно не знаю. Так, ну что, пойду я выпадать. Я вот сейчас вот здесь вот буду вылетать, ты садись вот на эту часть лавки. Я сейчас буду выпадать как суперпрофессиональный дайвер. Сейчас ты посмотришь, как выпадают суперпрофессионалы. Погоди. Пока Саша уплыл собирать образцы, мы остались на лодке с Глашей. Она изучает червей на биостанции, и с первого взгляда это кажется унылым выбором профессии, когда вокруг есть киты или осьминоги, в общем, более модные и привлекательные животные. Но в ее работе оказалось есть своя красота, и пусть она сама не расскажет. Слушай, а у тебя есть что-то, это, конечно, глупый вопрос, но что-то, чтобы ты... Как бы ты могла описать миру червяков? Что-то, чтобы сделать так, чтобы мир в них влюбился. Ну, для меня червяки это прежде всего красота и разнообразие. Ну, вообще, не знаю. Ну, прежде всего, красота. Многообразие форм. Ну, они очень разные, они... Ну, даже не знаю. Ну, просто когда говоришь слово червяк, то тогда представляешь себе дождевого червяка. Вот, ну и понятно тоже, что там, если люди как бы внимательные, они тоже обращают внимание, что дождевые черви тоже разные, что они разных цветов, что они... Ну, то есть очевидно, что это разные виды, разные роды червяков. Вот, но дело в том, что морские черви, они вообще, в общем-то, и на червей-то дождевых не все похожи, и даже большинство не похожи. Но они похожи, не знаю, там, на китайских дракончиков, они похожи на викингские корабли, они похожи на змей, они похожи на перья, они похожи на живые шишки. И при этом это все кольчатые черви. И когда ты смотришь на них, когда там разбираешь пробу, у тебя собирается такая, знаю, стеклянная чашка с этими многочетинковыми червями. Ну, такое впечатление, что это вот как бы какая-то горсть драгоценных камней, каких-то украшений. Но они не случайно называются по латыни именами всяких греческих богов, богинь, всяких нимф. Как? Ну, есть, например, червяк Афродита, богиня любви. Есть всякие Филадоцы, Нереис. Это же все какие-то морские нереиды. Ну, то есть ученые, которые их описывали, они видели, что это что-то прекрасное. Но при этом в русском языке это все называется одним словом червь. И как бы понятно, что у большинства людей представляется дождевой червь. Он, конечно, тоже симпатичный, но не настолько. Не, ну вообще, конечно, главное это красота. Ну, как бы люди почему занимаются зоологией? Там, потому что красиво. Это же как бы не приносит ни богатства, ни славы, ничего. Чисто как способ самовыражения, общения с Вселенной. Там, да. Кто-то картины пишет, кто-то изучает червяков, кто-то музыку сочиняет. Это же что-то такое непрактичное, а просто способ познания мира через червей или через медуз. Поэтому каждый выбирает, что нравится, и этим занимается.
Фух, короче, походу это, начальнику водолазки положены бонусы за выслугу лет. Я ската видел, вот такого, держал его в руках. Он просто вообще дался удержаться. Охренительно, я видел один раз в жизни закопанным был. А тут он просто лежал на камнях, огромный, чистенький. Прям. Что он делал? Вот так вот? Да, ртом что-то там поделал и уплыл. Ну, в общем, такое. Ну, круто. Прям, блин. Медуз еле нашел. Открытием нового мира для меня было, наверное, то, что вот есть такой человек, которому настолько же интересны червяки, как и мне. Ну, просто видно, что Сашины фотографии все, они сделаны с огромной любовью. То есть это не просто как бы там для популярности, там просто сделать красивую картинку. То есть это не какое-то, ну, что-то такое бездушное для потребителя. Хотя Саша иногда говорит, что там вот главное там, задрать поярче контраст, там, сделать покрасивее, чтобы потребители это съели. Но у него все животные всегда сфотографированы с любовью. И меня вот это, конечно, очень всегда впечатляло. Что он любит свой объект, как настоящий художник. И поэтому, конечно, я ему ужасно благодарна, что он таким образом открывает другим людям чудесный мир червей. Мне всегда бывает очень приятно приезжать в другие институты, там, в других странах и видеть у людей на рабочем столе Сашины фотографии. Какие-то я помню, как он делал, какие-то, ну, просто точно знаю, что это с Белого моря. Вот, так что я, ну, за это я очень Саше благодарна, за то, что он несет любовь к червям в массы, так сказать. Привет. Так. Заходите сюда. Как Нормально вы вас свою видно. компанию или сюда? Да нет, я в ноутбуке покажу. На самом деле, мне поскольку все равно эту штуку не подключить. Поняла. Так, значит, вот у нас есть две пары коллег, которые взяли вот одна пара, и вот вторая пара коллег, которые, значит, будут биться с люцернарией. С четырьмя люцернариями. С четырьмя люцернариями. Мы пошумим еще минуту центрифугой. Без проблем. Так, это вот у нас, собственно, последние. Они как раз, собственно, из нее отдают. Уже? Мы тоже взяли, уже выделили. У нас, получается, Да. у нас 3 пары, которые... Три пары с люцернарией. Поняла, почти все. Короче, почти все делают люцернарий. Да. Да. А я могу про них чуть-чуть рассказать, на самом деле, и почему это вообще интересно. Короче, я буду экранчиком, видимо, работать. Дело в том, что я здесь ныряю много лет, и у нас Знаете, какая она красивая? в книжке, в книжках есть два вида люцернарий. Вот, как бы люцернария квадрикорнис, люцернария батифила. А мы сегодня притащили, ну, минимум 3 вида, хотя минимум 3 вида это те, которые отличаются внешне, потому что что там генетически никто никогда не знает. И у нас есть самая стандартная люцернария квадрикорнис, которая растет везде. Она под пирсом, она на водорослях, ее можно в отлив найти. Вот это самая обычная медуза, которая бывает. Обычная сидячая медуза, которая стала скучной, она отрастила себе стебелек. Вот, и выглядит она вот так. Желтенький цветочек такой растягивается в сопельке, обычно размером, ну, не больше сантиметров, там, 3-4. Вот, их всегда можно насобирать. Запомнили, как она выглядит? На наше счастье, в эти 2 недели на станцию приехала группа молодых студенток из МГУ. Они должны были проходить практику секвенировать ДНК медуз в надежде, что смогут найти новые виды. Ежедневная задача работников водолазной станции, и в том числе Саши,
собирать образцы для ученых, которые потом смогут сделать свои открытия. И раз уж Саша известный лектор и оратор, он пришел немного вдохновить ребят и показать им, что им вообще предстоит секвенировать. Видим, что секвенс пока не является целостным, у нас очень много ошибок, и мы можем их изменять, смотря на спектр, который у нас получается. Изменяем всякие, то, что он не узнает цвета, либо какие-то шумы, которые плохо прошли. Мы можем не почистить нашу геномку, мы можем не так покрасить. Много факторов, которые могут повлиять на эти пики. Но визуально это можно отличить, поэтому это приходится делать вручную. Делаем. В следующей части этого фильма я хочу рассказать о чем-то, что еще интереснее, чем просто смотреть на странных подводных существ. И это связано с прошлыми фильмами серии «Как спасти мир». Помните, в прошлых фильмах мы начали с лесных пожаров на Амазонке, в Сибири и, в общем, с тем изменения климата. Мы полетели в Арктику, потом проплыли по Колыме и попали на научную станцию, где нам рассказали, что из-за таяния вечной мерзлоты в атмосферу сумасшедшими масштабами выделяется углекислый газ и метан. И чтобы это остановить, мы должны воскресить экосистему мамонтовых степей. Здоровая экосистема смогла бы спасти нас от таяния вечной мерзлоты. Затем мы отправились в двухмесячную экспедицию по Курилам. Мы охренели, когда увидели, какими темпами исчезают каланы и морские львы, и как меняется здоровая экосистема в районе Курильских островов. А в этом фильме я хочу показать, как микромир, самые маленькие животные на планете, начиная с бактерий, влияют на благополучие больших животных и нас в том числе. И биостанция – отличное место для такого исследования. Поэтому мы начнем этот рассказ с самого красивого и, на удивление, непопулярного животного, которое вы найдете в Белом море – морского ангела. Одни из самых красивых и странных животных, которые обитают у нас тут в северных морях. То есть, просто если показывать, то это вот такая вот фиговина, которую создала природа. Вот такого размера моллюск, там 3,5-4 сантиметра максимум, у которого когда-то давным-давно был общий предок с современными улитками. То есть вот эта штука и улитка, которая ползает там в саду, в огороде, и которую каждую знает, вот и раковины там ползет, там слизь за собой оставляет. Это вот одно и то же. Ну, то есть, по факту, это родственники. Только эта штука потеряла в процессе эволюции раковину, отбросила, потому что ползать по дну ей надоело, и она захотела летать в небе. Поэтому вот эта склизкая нога, на которой ползают улитки, она превратилась в два крыла, которыми ангелы научились очень круто махать. И при этом эти крылья дико мускулистые, то есть, если посмотреть на них вблизи, там видно прям мышечные тяжи. То есть, вот эти вот штучки, это мышцы. И они прям как у бабочки изгибаются вот так по восьмерке, и они очень-очень красиво плавают. Их, собственно, называют на английском морскими бабочками, всех этих плавающих голожаберных моллюсков, они sea butterflies. Вот, только ангел называется naked sea butterfly, типа голая морская бабочка без раковины. А есть такой моллюск, морской чертик, который, собственно, и называется на английском sea butterfly. Это морские черти. Вот такие вот ребята, которые гораздо меньше ангелов. Они вот такого размера, то есть это раковинка размером буквально там 2-3 миллиметра, из которой торчат два таких черных уха, как у слоненка Дамбо, и он этими ушами машет. Довольно хреновый пловец, потому что они такие куда-то там гребут в своей раковине. У них особо это не получается. Вот. И их жрут морские ангелы. Почему их в России назвали морскими чертями, фиг его знает. Но у меня есть предположение, что от того, что от них иногда чернеет море. Дело в том, что они довольно темного цвета, и вот если их подсвечивать там самыми мощными светильниками, у них проявляется цвет, у них на самом деле абсолютно прозрачная стеклянная такая раковинка. И они имеют цвет какой-то. Но если ты на них смотришь без особого света, то есть там просто от солнца, в воде, это такие просто темная ракушка, почти черного цвета. И иногда этих ребят в Арктике появляется так много, что от них море просто вот может реально чернеть. То есть у тебя литеральные ванны, которые остаются вот в этой приливно-отливной зоне на берегу. Когда вода уходит, у тебя остаются лужи. И вот в этих лужах все черное. Ты приходишь, смотришь, а это вот эти ракушечки. Я здесь на Белом море такого не видел, но знаю точно, что такое было здесь на биостанции. То есть пару раз люди документировали вот это почернение воды в Белом море от чертей. Но я видел несколько раз, они появляются в конце мая. Примерно вот самый-самый пик массовости морских чертей, это конец мая. И ты просто подходишь к пирсу, и у нас вот в этом сезоне так было, и у тебя просто все забито чертями.
ангелами, которые между ними там плавают, там уже такие, «Ай, больше не могу есть», но все равно едят. Вот, и прикол в том, что в Арктике вот от этих ребят зависит очень много. Дело в том, что вот в определенный сезон в Белом море, это конец мая, там где-то более в арктических регионах это чуть попозже случается, эти ребятки размножаются в таком количестве, что они просто по своей биомассе становятся больше, чем все остальные животные вместе взятые, чем рыба, тюлени, киты, там все на свете. А их жрут не только морские ангелы, их жрут все. То есть они очень важный компонент пищевой цепочки. И когда у тебя в море появляется несметное количество морских чертей, все остальные животные такие: о, пирушка, классно, давайте жрать. И киты, большие киты, которым надо жрать 2 тонны еды в день, то есть им надо открыть рот и там что-то сожрать какого-то криля, его надо набрать 2 тонны в день. Вот они мигрируют из Южной Америки, переплывают всю Атлантику и тусуются в северных морях ровно тогда, когда там есть морские черти. То есть они нажирают на них какой-то свой основной запас корма, дальше там как-то возвращаются в свою Южную Америку, там тусят, рожают детей. Вот, но наедаются они здесь в Арктике. То есть это кормовая база огромная. И если мы возьмем вот этого паренька, а он ужасно сильно завязан на закисление океанов, потому что у него тоненькая известковая раковина, она крохотная, она на самом деле настолько тонюсенькая, что ее можно в ювелирное украшение спокойно превращать. То есть ты там можешь просверлить маленькую дырочку, повесить и ни в коем случае не трогать, потому что на нее дунешь, она просто развалится. Так вот, эта тоненькая известковая раковинка, естественно, от закисления океана страдает, потому что как только у тебя становится более кислая вода, известняк начинает растворяться банально. И с кислым океаном не только рифы наши говорят: я не могу расти, но и все ребята, которые делают себе какую-то известковую раковину, там аргонавты, морские черти, там даже моллюски, у которых толстая известковая раковина, они все равно им становится тоскливо, потому что известняк, который они выделяют, растворяется. И в некоторых частях моря черти не могут вырасти уже с нашей текущей ситуацией по кисленькому океану. И раковины у них становятся тонюсенькие, побитенькие, они в них не могут нормально прятаться, они не могут их вырастить, и они дохнут на старте. И представь себе, что ты берешь и выкидываешь из экосистемы еду, которая в определенный сезон является основным кормом для практически всех обитателей океана там, в арктическом регионе. Ну, то есть, типа, ты пришел рабочих на стройке кормить, суп им налил, а хлеба не дал. Вот. И вот это вот основной базис, которым они набивают себе биомассу по жрачке, он просто может перестать существовать, потому что у нас океаны закислятся. Этого все очень боятся. Не факт, что это произойдет. Может быть, появятся черти, которые будут отращивать себе такую раковину охренительную, что они любой кислоте будут противостоять. А может быть, и не появится. Удачная мутация не произошла, и у тебя организм такой, и выпал из экосистемы. И все, дисбаланс, все пошло, накрылось медным тазом. И, в общем, дальше океан будет балансировать радостно. В масштабах океана как-нибудь набалансирует, в масштабах человеческой жизни мы будем смотреть на китов, которые умирают с голоду, такие лежат где-то на земле Франции, все такие: есть, боже мой, и ангелы пропадут. На Белом море вы вот ездили уже с Сашей Семеновым, много где были, много чего видели. И, конечно же, то, что всегда все снимают, и студенты, которые приезжают, очень много фотографируют, это красивое наше Беломорское побережье. Берег Белого моря, скалы полосатые, камушки, вот эти вот тоже полосатые камушки. То, что придает ему своеобразие такого седого Белого моря. Эти камушки – это архейские гнейсы, сложный термин, который означает, что это твердые породы, полосатые, которые возникли в геологическую эпоху архей.
Тогда появились первые твердые породы на планете, которые сохранились твердыми по сей день. И вот они, эти архейские гнейсы. Мы по ним здесь ходим, скачем по камушкам, любуемся на то, какие они полосатые. А им от 2,5 до 3 миллиардов лет. Вот вся наша планета, как таковая, ей 5 миллиардов. А эти вот серые полосатые камушки, им 2,5 миллиарда. Половина времени существования нашей планеты. И архей – это такое время, когда появились не только вот эти камни полосатые, они полосатыми стали потом, они были где-то в глубине Земли, подвергались большой температуре, давлению, всячески преобразовывались, за счет чего они там переплавлялись, получились такие полосатые. В это же время на планете появилась жизнь. Но сначала, конечно, жизнь была совсем не такая, как сегодня, а были на нашей планете одни только бактерии. Но и сама планета выглядела совершенно иначе, не только ландшафтами иначе, но и атмосфера на ней была совсем другая. Над этими вот камнями парила дымка, в которой совсем не было кислорода, а был в ней углекислый газ, пары воды, азот, метан, сероводород. Вот по нашим сегодняшним представлениям это такая ядовитая атмосфера, в которой сегодняшняя жизнь существовать бы не могла. Но именно тогда на планете появилась жизнь. И было много разных бактерий, которые выполняли катализировали разные химические реакции. Они преобразовывали вот эти вещества, которые были в атмосфере и в воде, они их преобразовывали в другие, за счет этого черпали энергию для строительства своих органических веществ. Почему я сейчас об этом рассказываю? Потому что не только вот мы стоим рядом с этими архейскими гнейсами, которые свидетели всех этих событий, но еще и потому, что вот та биота, которая тогда появилась, она кое-где на нашей планете еще сохранилась. И ее даже можно изучать. Вернее, как сохранилась? Она не то чтобы прям вот сохранилась в неизменном виде, но она существует в условиях, где нет кислорода. И обычно это... что обычно не буду говорить, но вот одно из мест, где есть такие анаэробные карманы, анаэробные – это лишенные кислорода, это слоистые озера, которые состоят из разных слоев. Сверху кислородный слой с меньшей плотностью, а снизу анаэробные с большей плотностью. Такие озера называются меромиктическими. Это слово означает, что озеро перемешивается не целиком, и у него есть нижняя водная часть водной толщи, которая никогда не смешивается с верхней, и туда совсем не поступает кислород. Вот мы сейчас находимся на берегу такого водоема, который состоит из вот таких как раз слоев. Верхняя часть у него имеет кислород, потом находится слой перехода из менее соленой воды в более соленую, и более соленая вода лишена кислорода вообще. И там формируется бактериальная флора, аналогичная той, которая была в архее. Более того, именно в архее появились первые организмы, которые умеют осуществлять фотосинтез. Вот когда мы говорим фотосинтез, так большинству людей приходит в голову фотосинтез зеленого листа, которым занимаются все окружающие нас растения. Это фотосинтез, в ходе которого образуется кислород. Растения могут с помощью энергии солнечного света разлагать воду на кислород и водород, и этот водород в виде протонов используют для того, чтобы возбуждать свою мембрану, и дальше там идет цепь биохимических реакций. То есть они разлагают воду на водород и кислород. Водород используют, кислород не нужен, выбрасывают. Да? И вот мы дышим этим кислородом, мы без него жить не можем. А в те архейские времена первый фотосинтез, который появился, это был аноксигенный фотосинтез, который не производит кислорода. И использовали эти бактерии, первые фототрофные бактерии, не воду, а сероводород, молекулу H2S, которая аналогична молекуле воды H2O. Соответственно, они тоже с помощью солнечного света разлагали ее на водород, который делал все то же самое, что делается сегодня в зеленом листе, и ненужную серу выбрасывал. Они использовали сероводород, тот самый сероводород, который сегодня нам представляется ядовитым, а тогда это был обыкновенный компонент древней атмосферы. Так вот эти аноксигенные фотосинтетики, бактерии, они есть и сейчас, и присутствуют, в частности, вот в этом водоеме, на границе кислородной
и бескислородный зон. И первое, что мы обычно делаем, это мы измеряем самые такие показательные характеристики для мирогетических водоемов. Будем измерять температуру и соленость, которые, собственно, определяют плотность воды, из-за чего водоем может быть миромектическим. 10 градусов, 100%, 12,1 миллиграмма на литр. Так, 1,5 метра готово. Диктую. 11,9 градуса, 114%, 12,3 миллиграмма на литр. У этого водоема есть память о лете. Сейчас напоминает, а летом здесь было тепло. Ну и наоборот, бывает память о зиме. Да, память о зиме около дна сидит. Еще одна замечательная вещь, которую мы здесь обнаружили, ну, собственно, не то, что мы здесь обнаружили, а это вот уже вообще имеет мировое практическое значение. В связи с потеплением климата в Мировом океане, во многих морях, во многих частях океана увеличиваются в размерах так называемые мертвые зоны. Что такое мертвые зоны? На дне, начиная с какой-то глубины, возникает замор по причине присутствия сероводорода, в присутствии которого донные организмы жить не могут. Вот взять, например, Мексиканский залив. И впадает туда речка Миссисипи, большая-большая река. И в зоне выноса Миссисипи в одночасье появилось небольшое пятно заморное, в котором из-за сероводорода стали умирать те донные организмы, которые там жили. И произошло это, боюсь соврать, лет всего-то 20 назад, не так-то и давно. Но год от года размеры этого пятна росли, и постепенно это мертвое пятно разрослось почти на все побережье штата Флорида и соседних штатов. Луизиана там, по-моему, рядом. То есть вдоль всего побережья, ну не всего побережья, а северного побережья Мексиканского залива образовалось гигантское мертвое пятно. Что это означает для людей, которые живут на побережье? Для них это означает, во-первых, у них в жизни очень большой, и в экономике их большую роль играет добыча морепродуктов. То есть там не только выращивание креветок, а идет лов. Значит, раз, если есть отчуждение некой части дна, и на нем уже нету продуктивных сообществ, минус экономики. Рыбы, которые привыкли питаться бентосом на этих территориях, у них сократилась кормовая база, соответственно, сократилась численность рыб, соответственно, сократились уловы, и это удар по экономике и так далее. То есть исчезновение продуктивной части дна и преобразование ее вот в эту мертвую зону – это большой ущерб экономике, по крайней мере, региона, на самом деле, по большому счету, страны. Так вот, такие же сюжеты происходят во многих морях. Мертвые зоны появляются, разрастаются, увеличиваются в размерах, пока не становится вообще уже совсем горестно. Это мировая тенденция, и динамикой мертвых зон занимаются много институтов по всему миру. Это такая глобальная тема. В прошлом году мы обнаружили, что в Белобаниха, в заповеднике, где нету ни жилья, ни, естественно, никакого хозяйственного использования территории, ни сбросов, никаких других еще чрезвычайных сюжетов, в одночасье возникла мертвая зона. Там откуда ни возьмись. Вот в июле не было, а в августе появился сероводород, который заполнил по глубине половину глубины водоема. Бентос умер, водолазы потом туда ныряли, увидали, как лежат мертвые нереисы и прочие мертвые животные, которые там пытались спастись, вылезая из грунта, но ничего им не помогло, потому что окружающая вода тоже не содержала кислорода, была ядовитой. То есть там случился серьезный замор бентоса. Почему? Пока вопрос. Что будет дальше? Вот, скажем, случилась такая история. В этом году замора бентоса не было. То есть у донного сообщества есть шанс восстанавливаться. С какой скоростью будет восстанавливаться после замора сообщество в арктической зоне? Наш шанс определить сроки. Сроки и последовательность событий. Для того, чтобы давать прогнозы, если вдруг аналогичное что-то произойдет по причине, я не знаю, ну, например, утечек нефти или каких-то серьезных утечек
не знаю, канализации или каких-то еще других событий, которые могут привести к возникновению мертвых зон ну, вот в нашем регионе или в нашей зоне, вообще в арктической зоне. Вот. Ну и вопрос, а от чего они возникают? В арктической зоне, в отсутствии хозяйственного использования, территория, которая с экологической точки зрения считается фоновой, ее бы за образец держать и все остальные с ней сравнивать как с самым чистым местом, вдруг откуда ни возьми сероводородное заражение. Это нам еще предстоит выяснить. То есть мы в каком-то смысле находимся на острие науки, и то, что мы, если мы что-то сможем про это узнать, то это будет востребовано, ну, например, при прогнозировании. Мы с вами отбирали пробы, и вы видели, как они отбираются. И вот они, эти пробы. И я хотела вам показать, как выглядит под микроскопом проба. Например, вот это. Вот если посмотреть просто вот в этот фалькон, то здесь просто совершенно прозрачная, обыкновенная, как будто бы ничем не интересная вода. Что я с ней сделала? Я вот отсюда отлила такую пробирочку. Пробирочку отцентрифугировала, чтобы микроорганизмы осели на дно и чтобы они были поконцентрированнее. Ну и дальше мы можем посмотреть их под микроскопом. Например, вот эту вот, сейчас найду девятую пробу. Вот мы сейчас можем с вами ее взять. Вот она сконцентрированная, в ней тоже вроде как будто бы на вид ничего особенного нету. И сейчас можно пойти и посмотреть под микроскопом, я вам покажу, что живет вот в этой на вид совершенно прозрачной воде. Может быть, вам даже было бы интересно снять самого себя подходящим к микроскопу. И мне всегда очень нравится вот это вау. Я, собственно, ради него и показываю. О, да, это очень красиво. Я еще хочу, кстати, попробовать на телефон сделать. А на телефон это лучше получится, чем на камеру. Потому что там видео будет смазанное, а на телефон можно и хорошее видео снять. Кстати, звездное небо. Да, я это так и называю звездное небо. Когда очень много точечных коков светящихся, это действительно выглядит как звездное небо. Странная ночь, долгая ночь, некого видеть, некому помочь. А сутки долго, присудили кару, ай наказали. Каждый раз, когда я снимаю фильмы, я замечаю, что меня манит не только туда, где редкие племена и край света и прочая легендарная дичь. Я чаще всего оказываюсь у людей, с которыми просто приятно проводить время. Так уж совпало, что эти люди делают крутую работу, они очень тепло проводят свободное время друг с другом, живут в потрясающих местах, и в целом им можно позавидовать. Так что, если мы с Сашкой и можем кого-то вдохновить стать биологом или режиссером фильмов о дикой природе, то только показав, что тут правда очень хорошо. Может, ты не станешь миллиардером в один день, но ты точно будешь жить жизнью, которой будешь доволен. И ты будешь знать, что делаешь важное дело, ты будешь постоянно на природе и постоянно с близкими веселыми друзьями, с которыми у вас одна цель – изучать нереально красивый и абсолютно неизвестный подводный мир. Привет, ребята! Ну, если так пофантазировать, подводный мир – это какой-то другая планета вообще для нас. Хотя на самом деле этот мир гораздо древнее нас, людей. Вот. И, в общем, такое расхожее мнение, что это мы для них пришельцами являемся, а не они. Ну, с точки зрения человека, который исследовал всего лишь 2% подводного мира, то это очень такая приблизительная, скорее всего, даже меньше, приблизительная оценка. Вот. Это действительно неизведанная планета. Враждебная, по большей части, потому что среда обитания там непригодна для человека. Мы туда, как космонавты в специальных скафандрах, вот, со специальным оборудованием погружаемся с запасом воздуха. И жить там, конечно, человек не может. Но в процессе работы в течение многих лет
Мы начинаем потихонечку ее исследовать. Чем удивителен этот мир? А он как бы человека берет в плен. Тот человек, который погрузился туда, неважно, ученый или любитель-дайвер, он уже этого занятия практически... Я мало знаю людей, которые просто взяли и бросили дайвинг, потому что им стало скучно под водой. Такого быть не может. Все, человек заболевает подводным миром. Даже просто если смотреть фильмы про подводный мир, ты уже как бы проникаешься его магией, он тебя тянет, он тебя влечет. Недаром это выражение «море зовет», оно как бы вот существует не с древних времен, когда моряки просто уходили в плавание. Ну вот, а здесь мы проникаем внутрь этого удивительного неизведанного мира. Он действительно тебя завлекает. Ну да, вода же она является нашей не родиной, как бы, но все из воды вышли. Поэтому она как родная мать нас зовет к себе. Всем привет, меня зовут Александр Федоров, и я режиссер и автор серии фильмов «Как спасти мир». Я все еще продолжаю снимать эти фильмы, потому что мне кажется очень важным рассказывать о нашей планете и о людях, которые занимаются спасением природы, исследованием природы и так далее. И поэтому, если вам интересно следить за моей работой, а также в какой-то момент вы захотите поддержать мою работу, вы можете подписаться на мои соцсети, которые указаны на экране. А также, если вам интересна судьба Александра Семенова, я оставлю ссылки на него и оставлю вам одну прекрасную новость. Следующий фильм, 4-й фильм из серии «Как спасти мир», будет снятый уже совместно мной и Сашей на новом месте, на биостанции, которую мы вместе строим на Дальнем Востоке. Поэтому ждите фильм, он уже выйдет в начале следующего года, он уже снят, и это будет новое приключение, это будет здорово.